Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня вы узнаете, как в домашних условиях приготовить розовое косметическое масло. Масло это можно использовать для приготовления различных масок, для добавления в лосьоны, в кремы. Масло у нас с вами получится универсальное, и видео будет полезным и информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие друзья, примерно год назад я показывала вам, как сделать косметическое масло с цедрой, масло цитрусовое. И практически прошел год. Баночка у меня была полная. И используя это масло в течение года, оно не испортилось, оно не закисло, оно лишь устоялось и приобрело еще больший аромат и еще больше полезных свойств в этом масле. И, конечно, нельзя ни в коем случае упускать момент цветения роз. Розы, которые можно использовать в качестве применения и для того, чтобы сделать косметическое масло, должны быть натуральными. Лучше всего, чтобы они были из вашего сада, не покупные. И сегодня я покажу, как это сделать. Нам понадобится вот такая пластиковая либо стеклянная баночка, чтобы она хорошо герметично закрывалась. И, конечно же, самому получить настоящее эфирное масло розовое нам не удастся, а вот масляный настой розовых лепестков мы можем сделать с легкостью. Масло розы – это чудесное косметическое средство, которое оценили еще в древности, еще фараоны, чтобы показать свою значимость. Например, тот рецепт, о котором сегодня я вам, мои дорогие друзья, расскажу, подходит и для приготовления мятного масла, да, которое тоже можно сделать в домашних условиях. Для приготовления вместо розы мы берем свежую мяту. Лучше всего, чтобы она тоже была со своего огорода, свежая. По такому же принципу можно с легкостью приготовить и эфирное масло из календулы, из ромашки, из тысячелистника. Любая лечебная трава в этом смысле очень хорошо подойдет. И чтобы приготовить розовое масло, либо мятное масло своими руками, нужно совсем немного времени. Достаточно насобирать 2-3 горсти лепестков роз. Лепестки роз должны быть лучше всего утреннего сбора. Хорошо их промыть, если это покупное растение. И нужно набить полностью баночку, неважно какого объема и сколько миллилитров ваш сосуд, в котором вы будете хранить это масло, пропорции будут одинаковые, пропорции будут правильные. Нам нужно набить сверху вот ту емкость, которую вы взяли, просто снимая лепестки роз. Они снимаются очень хорошо. Вот так выкладываем. Аромат стоит невероятный. Замечательно подойдут небольшие дикие розочки, как вот цветы шиповника. У меня розы садовые. Лепестки вот таких цветов очень ароматные. Чем сильнее пахнут, тем больше эфирных масел в этих розах содержится. Чем плотнее вы набьете баночку, тем будет лучше. Тем со временем, когда масло будет настаиваться, вот эта пышность лепестков роз, она будет оседать, она будет пропитываться маслами, и своими в том числе, и будет немножко размягчаться. Можно взять розы из цветника. Я выращиваю розы вот эти сама. Немножко вставлю, покажу, какие свежие, какие новые розы у меня появились. Сейчас только июнь месяц, и, конечно, это самое лучшее время для сбора лепестков роз, когда еще все свежее, когда все питательные компоненты активно поступают, когда еще сам цветок не устал, когда почва увлажнена, хорошо пропитана. В общем, все питательные компоненты в этот период в лепестках роз и в любом растении, которое вы используете в свежем виде, находятся.
А вот покупные розы использовать для этих целей я бы не советовала. Все промышленные цветы подвергаются многократной обработке от болезней, вредителей, химическими препаратами. К тому же перед продажей в магазинах розы опрыскивают воском для того, чтобы они дольшее время свою свежесть держали. В общем, собираем лепесточки, их количество должно быть достаточно, чтобы наполнить емкость, в которой будете делать масляный экстракт. Лучше всего для заполнения лепестков роз, мяты и любого другого растения взять оливковое масло. Оливковое масло должно быть очень хорошего качества, холодного отжима, в темные стеклянные баночки. И это гарантия того, что ваше масло косметическое не испортится. Одна из подписчиц мне написала, что, приготовив по моему рецепту масло с цедрой мандарина, я делала вот это вот масло, буквально через неделю оно стало закисать. Это говорит о том, что масло оливковое плохого качества. Как определить качество оливкового масла? Можно просто поместив, ну, конечно же, нужно прочитать на обратной стороне все, что продавец заявляет в своем товаре по поводу качества. И, конечно, так в домашних условиях можно проверить качество, поместить в холодильник, не в морозильную камеру, а просто в холодильник и буквально через 5-6 часов посмотреть на густоту. Очень хорошего качества оливковое масло, оно начинает загустевать. Так что качественное оливковое масло, оно твердеет, густеет. Поэтому нужно и это тоже очень хорошо учитывать. Для того, чтобы приготовить, вот точные пропорции заключаются, вернее, зависят от объема вашей баночки, от количества лепестков роз. И главное, чтобы эти все лепестки были полностью покрыты оливковым маслом. Если у вас нет оливкового масла, тоже, я знаю, вы будете задавать такой вопрос: можно ли использовать, скажем, подсолнечное масло, либо косметическое любое масло. Для достижения наилучшего результата я бы рекомендовала использовать все-таки оливковое масло. В крайнем случае подсолнечное масло. Лучше не использовать косметические масла, которые уже в готовом виде продаются, потому что они уже наполнены тем количеством питательных уходовых компонентов, которые, в общем-то, не нуждаются в усилении. А оливковое масло – это отличное масло, базовое. Кстати, кто не знает, оливковое масло отлично может выступать в роли базового масла. То есть, если вы пользуетесь эфирными маслами, то вы... Принесла с улицы, видите, муравьишку. Ползи, ползи. То вы знаете, что эфирные масла нельзя использовать в чистом виде, только в сочетании с базовыми маслами. Так вот, оливковое масло очень хорошо размягчает именно те компоненты, которые входят в эфирное масло. Вот практически и все. Перемешивать не нужно, ни в коем случае нельзя в момент использования, в момент того, как вы готовите это масло, использовать металлические предметы. Крышечка у меня, хотя и металлическая, но она не соприкасается с самим продуктом. Баночку нужно закрыть крышкой и оставить в комнате, желательно без доступа солнечного света. Настаивать несколько дней, ну, как правило, 3, 4, 5 дней уже достаточно. Я практически через 3 дня уже начинаю пробовать, насколько это масло стало ароматным, насколько оливковое масло приобрело запах, аромат роз, либо любого растения, которое вы будете настаивать. Ведь в промышленности тоже стараются лепестки пустить в переработку вскоре после сбора. То есть вот если вы будете подобные масла делать в домашних условиях из свежих трав лечебных, которые я перечислила, и если вы хотите получить более насыщенный раствор,
Можно через несколько дней еще добавить свежих лепестков, потому что первая вот эта партия к тому времени немного осядет, и количество лепестков практически уменьшится, ну, не наполовину, но на треть точно. Старые лепестки можно извлечь, отжать или просто уплотнить. Я просто уплотняю, потому что вот этот настой, он отдается оливковому маслу длительное время для того, чтобы масло впитало именно все компоненты и питательные вещества от лепестков. Все-таки нужно больше времени, чем 3 или 5. Любители поэкспериментировать могут добавить масляный настой и лепестки ароматных белых лилий. Также подойдут для приготовления этого масла. Они тоже замечательно подходят для обогащения косметических средств. Их можно добавить во второй или третий заход. Можно комбинировать масла, которые вы делаете дома. То есть, если... Ну, самое главное, скажем, условие не использовать активно пахучие компоненты. То есть вот сочетать лепестки роз и лепестки мяты я бы все-таки не рекомендовала. Эти два очень активных запаха и абсолютно разных по, скажем, своему звучанию, они будут друг друга забивать, перебивать, и в результате может получиться не совсем приятный запах. Как же применять это масло, да, мои дорогие? Вот я сейчас показываю вот это вьющееся растение. Я думаю, вы тоже на него внимание обратили. На самом деле это искусственное растение, и я его специально разместила вот в эту темную часть, продуваемую часть нашего дома, потому что ни одно из растений не уживается на ветру, не уживается без солнца, и, в общем-то, это отличный выход, отличную альтернативу я нашла именно из этой вот сложной ситуации. Кто, возможно, заинтересовался тоже вот таким растением, ссылку оставлю. Покупала я это искусственную лиану на сайте, стоит копейки, а вид, как вы видите, просто шикарный. Так как же применять розовое масло в домашних условиях? Это масло подходит для ухода за кожей лица любого типа, но особенно для сухой и стареющей кожи. Полезно при коже с куперозом. Многие задаются вопросом, озадачиваются тем, как же ухаживать, как можно питать кожу с куперозом. Так вот, розовое масло отлично подходит для кожи с куперозом. Его можно добавлять в крем, в маску. С его помощью можно хорошо очищать лицо от косметики, у кого очень сухая и чувствительная кожа, и кто не имеет возможности, не может пользоваться мылом или различными другими агрессивными умывалками. И с этим средством можно сделать также массажи. Массаж рук тоже эффективный способ омоложения кожи рук. Одеть на ночь хлопчатобумажные перчатки, и утром даже огрубевшая и обветренная кожа рук значительно смягчится. Также замечательно с таким ароматным маслом делать маски для волос. Добавьте его в вашу любимую маску перед мытьем волос. Это укрепит их и придаст блеск. Отличный способ ухода за телом, также очень эффективно применять после душа, после ванны можно. Вместо крема, какого-то лосьона, который имеет в своем содержании составе спирты. Я давно не пользуюсь лосьонами, кремами для тела, а именно очень люблю использовать вот подобные разные масла. Также таким масляным экстрактом можно обрабатывать ранки, наносить его на воспаленные участки в полости рта. Масло из розовых лепестков в чистом виде хорошо подходит и для ухода за кожей младенцев, и также для интимной гигиены. Также этот масляный экстракт можно использовать для приготовления домашней косметики. Например, его можно добавлять при приготовлении бальзама для губ. Я показывала, как в домашних условиях сделать питательный, увлажняющий и омолаживающий крем для лица. Можете посмотреть в описании под видео, ссылку оставлю. Также розовое масло можно добавлять и в подобные кремы. И, конечно, в ближайшее время я покажу, как приготовить омолаживающий крем из розового масла. Масло цедры
уходят на второй план, и на первом плане, конечно, масло из лепестков роз. Если понравились вам эти идеи, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, кто не подписался, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Возможно, у вас есть свой рецепт омоложения кожи в домашних условиях, пожалуйста, тоже им поделитесь. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего, до новых встреч, до завтра. Пока-пока.